Все думают, что жизнь на Мальте – это рай, но есть вещи, о которых вам никто не рассказывает. 300 солнечных дней в году, море вокруг и английский язык. Звучит как идеальное место для жизни. Но почему тогда многие уезжают с Мальты уже через год? Сегодня расскажу честно все плюсы и минусы жизни на острове. Если вы впервые на моем канале, меня зовут Дарья, я живу на Мальте и показываю жизнь на острове без розовых очков и глянца. Давайте начнем с минусов. Первый минус – это мало зелени. Если вы привыкли к большим паркам и лесам, на Мальте этого почти нет. Остров каменистый, поэтому зелени значительно меньше, чем в большинстве стран Европы. Минус второй – островная изоляция. Мальта – это остров. Если захотелось уехать, только самолет или паром. Спонтанно поехать на машине в другую страну просто невозможно. Минус третий – жара и влажность. Лето на Мальте может быть очень тяжелым. В августе температура часто поднимается выше 40 градусов, а из-за влажности ощущается еще жарче. Минус четвертый – мусор. На некоторых улицах мусор могут вывозить не вовремя, а летом, когда жара, органика начинает пахнуть очень быстро. Пятый минус, мой фаворит – это транспорт. Автобусы на Мальте – отдельная история. Они могут опаздывать, иногда просто не приезжать, менять маршрут, проехать вашу остановку, даже если вы машете ему рукой, или быть переполненными, особенно в летний сезон. Так что советую вам пользоваться местным приложением Талиния, чтобы отслеживать время прибытия и маршрут передвижения нужного автобуса. Шестой минус – цены на аренду. За последние годы цены на аренду на Мальте сильно выросли, особенно в популярных районах. Седьмой минус – старые дома и влажность. Зимой в домах может быть холодно и влажно, потому что центрального отопления здесь нету. Поэтому иногда за счет этой влажности может казаться, что в доме холоднее, чем на улице. А теперь давайте поговорим, конечно же, о плюсах жизни на Мальте. Плюс первый – климат. Это реально огромный плюс. На Мальте больше 300 солнечных дней в году, а это реально влияет на хорошее настроение и, конечно, на витамин D. Второй плюс – море. Море на Мальте буквально везде. Даже после работы можно поехать искупаться, полюбоваться красивыми рассветами и закатами, устроить пикник возле моря или просто прогуляться по набережной. Для меня, как одесситки, море не только огромный плюс, но и мое вдохновение и сила. Третий плюс – английский как второй государственный язык на Мальте, поэтому здесь легко жить даже без знания мальтийского и легко адаптироваться. Четвертый плюс – безопасность. Мальта считается одной из самых безопасных стран Европы. Пятый плюс – дешевые перелеты по Европе. С Мальты легко улететь в другие страны Европы, к примеру, в Рим, Барселону, Будапешт, часто за 20-50 евро. Шестой плюс – компактность. На Мальте все рядом. За час, особенно на машине, можно проехать почти весь остров. Седьмой плюс – международная среда. Здесь живет огромное количество иностранцев. Восьмой плюс – невероятная история и архитектура. Мальта – это настоящий музей под открытым небом. Острову 1000 лет, и здесь буквально на каждом шагу можно встретить исторические здания, крепости и узкие улочки из золотого камня. Например, столица Валета полностью входит в список наследия ЮНЕСКО, а старый город Мдина вообще называют тихим городом. Там кажется, будто время остановилось несколько веков назад.
Даже обычная прогулка по улицам здесь больше похожа на прогулку по историческому фильму. Вот такие плюсы и минусы жизни на Мальте. Для кого-то этот остров становится настоящим раем, а для кого-то местом, из которого хочется уехать уже через год. Лично для меня плюсы перевешивают минусы. А как вы думаете, смогли бы вы жить на Мальте? Напишите в комментариях, какой плюс или минус удивил вас больше всего. А если вам интересна реальная жизнь на Мальте, подписывайтесь на канал. Здесь я показываю красивые места, события, цены, полезные лайфхаки и просто настоящую жизнь на острове. Так что подписывайтесь, впереди еще много интересного.